Здравствуйте! В этом уроке я покажу, как сделать прибавку и сделать убавку вязанием крючком на примере этого полотна. Полотно у меня связано столбиками без накида, и в следующем ряду я хочу уменьшить количество петель на 2, то есть сделать 2 убавки. Делаю петлю подъема, переворачиваю вязание. И если бы мне не надо было делать убавки, то я бы вставила крючок во вторую петлю от крючка, захватила бы рабочую нить, протянула и провязала бы столбик без накида. Но так как мне надо уменьшить количество петель, то есть сделать убавку, я эту петлю пропускаю и начинаю вязание в третью петлю от крючка. 1, 2, 3. Вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Таким образом я сделала одну убавку. Я сократила количество петель на 1. Провязываю далее столбики без накида до конца ряда, где я сделаю еще одну убавку. До конца ряда мне осталось провязать 2 петли. 1, 2. И так как мне нужно уменьшить на 1 петлю в конце ряда, эту петлю я не провязываю, я ее пропускаю. Я делаю одну убавку. Вставляю крючок в последнюю петлю и провязываю столбик без накида. Таким образом, в этом ряду я сделала 2 убавки. Делаю петлю подъема, переворачиваю вязание и далее уже вяжу столбики без накида, начиная со второй петли. То есть никаких убавок в этом ряду я не делаю. В этом ряду, который я буду сейчас провязывать, я хочу сократить количество петель на 4, то есть сделать 4 убавки. Я сделала уже петлю подъема, и теперь я уже пропущу 2 петли от крючка. 1, 2 и начну вязать в четвертую. 1, 2 пропускаю. В четвертую вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Таким образом я сделала в начале ряда 2 убавки. Точно такие же 2 убавки я сделаю в конце ряда. Вот до конца ряда мне осталось провязать 3 петли. 1, 2, 3. И так как мне надо сделать здесь 2 убавки, вот эти 2 петли 1, 2 я пропущу. Вставляю крючок в последнюю петлю и провязываю столбик без накида. Таким образом, в этом ряду я сократила количество петель на 4, то есть сделала 4 убавки. Теперь разберем, как делаются прибавки. Прибавка значит прибавить количество петель, нужное вам. Например, в этом ряду, который я сейчас провяжу, я прибавлю дополнительные 2 петли. Я вставляю крючок во вторую петлю от крючка и провязываю столбик без накида. И так как я хочу увеличить количество петель, я еще раз вставляю крючок в эту же петлю и провязываю сюда дополнительный столбик без накида. Я провязала 2 столбика без накида в одну петлю. Я сделала прибавку. И точно такую же прибавку я сделаю в конце ряда.
Вот до конца ряда мне осталось провязать 2 петли. Раз, два. И в эту петлю, вот сюда, я провяжу 2 столбика без накида с одним основанием. Я вставляю крючок, провязываю первый столбик без накида, затем сюда же вставляю крючок и провязываю дополнительный столбик без накида. В последнюю петлю мы провязываем 1 столбик без накида. Таким образом, я в этом ряду сделала 2 прибавки. Сделаем в следующем ряду 4 прибавки. Увеличим количество петель на 4. Я сделала петлю подъема, ввожу во вторую петлю от крючка крючок, провязываю столбик без накида. Сюда же опять я ввожу крючок и провязываю дополнительный столбик без накида. Я сделала прибавку. В следующую петлю я также провяжу 2 столбика без накида. То есть я сделаю 2 прибавки. Вот что у нас получается. И такие же 2 прибавки я сделаю в конце ряда. Вот до конца ряда мне осталось провязать 3 петли. Раз, два, три. Вот в эти 2 петли, раз, два, я провяжу 4 столбика без накида. Провязываю первый. В эту же петлю вставляю крючок, провязываю второй столбик без накида. И в следующую петлю я также провяжу 2 столбика без накида. Закончу ряд в последнюю петлю 1 столбиком без накида. Таким образом, в этом ряду я сделала 4 прибавки. Я увеличила количество петель на 4. На этом урок я заканчиваю. Ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свой комментарий. Буду рада каждому. Спасибо за просмотр.